Привет! Если ты смотришь это видео, то скорее всего ты решил попробовать реализовать себя в арбитраже трафика, но посмотрев кучу обучающих видеоуроков, статей, форумов, ты понял только то, что ничего не понял. И на самом деле это очень распространенная проблема, с которой сталкивается большинство новичков. И все потому, что большая часть всей информации по арбитражу трафика подается по принципу такая, какая есть, и из-за этого новичкам очень сложно ее структурировать и найти ту самую отправную точку, с которой нужно начинать. А также пошагово разобраться в том, что и в какой последовательности нужно изучать. Я знаю об этой проблеме, поэтому и записываю для тебя это довольно-таки длинное видео, где мы пройдем путь от полного непонимания, что такое арбитраж трафика, до человека, который знает все базовые аспекты арбитража и даже больше. А в конце этого видео я поделюсь с тобой секретом, при исполнении которого ты почти гарантированно начнешь зарабатывать на арбитраже. Поэтому обязательно досмотрю это видео до конца. Ну, а я рад видеть тебя на канале Масона ДС. Меня зовут Кирилл, и мы начинаем. Небольшая информационная сводка, в этом видео будет довольно-таки много непонятных, особенно для новичков, слов, но по возможности я буду показывать их значение внизу экрана. К тому же на многие из перечисленных сегодня тем я уже делал отдельные видеоролики, и чтобы каждый раз не напоминать об этом, я буду использовать такой обозначитель. Также, хоть раньше я никогда и не выпрашивал лайки и комментарии у своих зрителей, но на это видео я потратил реально очень много времени и сил, и буду очень благодарен тебе, если прямо сейчас ты поставишь это видео на паузу, влупишь мне свой царский лайк и напишешь любой комментарий для продвижения этого видео. Для тебя это дело всего лишь 5 секунд, а для меня мотивация и в дальнейшем записывать обучающие видеоуроки. К тому же, если вдруг видео тебе не понравится, то просто заберешь их. Заранее спасибо. Ну а мы с тобой переходим к нашей первой стартовой точке, которую я считаю основной и очень важной, а именно к осознанию того, что арбитраж трафика не кнопка бабло. Не говори так! Не говори так! И в принципе для большинства данное видео можно заканчивать. Ну а если серьезно, то первое, что тебе нужно понять, принять, смириться, так это то, что арбитраж трафика это полноценная работа, которой нужно будет уделять очень много времени и средств. Особенно на начале своего пути. Ошибка многих новичков заключается в том, что они насмотрятся на беззаботную лакшери жизнь аффилейт-селебрити или инфо-цыган и начинают питать какие-то ложные надежды и завышенные ожидания, что в дальнейшем 100% играют с ними злую шутку. И если ты еще не выключил данное видео и не пошел смотреть ролики, как же все-таки заработать на арбитраже миллионы долларов, уделяя ему 15 минут времени в день, то я тебя очень поздравляю, как минимум с одной фундаментальной проблемой ты уже разобрался и в принципе готов реально начинать. Но как же ты собираешься начинать, если даже не понимаешь, с чем ты имеешь дело и что вообще в принципе такое этот ваш арбитраж трафика? Да, возможно, где-то в голове у тебя есть что-то типа «купи трафик дешевле, продай его дороже». Ну, ребят, камон, это уже такое клише, что даже называть это клише уже страшно. И это я все, собственно, к чему? Пока ты не поймешь, что это за ниша, откуда там берутся деньги, за что они платятся, куда они тратятся и как вообще все это вместе функционирует, арбитраж так и останется для тебя чем-то непонятным и туманным. Поэтому Google и YouTube тебе в помощь и вперед изучайте этот вопрос. Но немного опережая события, хочу сразу тебя предупредить, что при изучении материала ты будешь встречать очень много непонятных тебе слов, и я думаю, более опытные ребята со мной согласятся. У всех же, наверное, было, когда вот изучаешь арбитраж трафика и попадаешь в какой-то тематический чат, и просто смотришь, о чем там общаются люди, а в голове у тебя только... Нихуя не понимаю ни одного слова, блядь! Картавая сука! Кстати, ребята, у меня тоже есть свой арбитражный телеграм-чат, ссылочка на который будет в описании. И чтобы сразу избавить себя от этой постоянной путаницы и вечных поисковых запросов по типу того, что такое деп, reject, hold, лучше сразу начинай изучать арбитражную терминологию, благо статей с этой информацией в интернете очень много и проблем при изучении возникнуть точно не должно. Да, несомненно, понимание всей терминологии со временем придет к тебе само по себе, но согласись, лучше сразу понимать, что имеет в виду твой личный менеджер, когда говорит тебе, что у тебя за source, а не думать, при чем тут вообще Counter-Strike. После изучения терминологии и при полном понимании, что такое арбитраж, тебе нужно будет определиться со способом добычи трафика. Всего их по факту два, это платная реклама и УБТ, что значит условно бесплатный трафик. И если в случае с платной рекламой, я думаю, и так все понятно, мы просто платим свои деньги за возможность показывать нашу рекламу в рекламных сетях, то в случае с УБТ за рекламу мы не платим, да и в целом мы ее даже не настраиваем и полностью рассчитываем на органический трафик с тех платформ, которые могут ее
предоставить, такие как, например, YouTube, TikTok или Reddit. Я думаю, что многие видели вот такие вот видосики в YouTube или в TikTok с призывом перейти в Telegram, ну, чтобы, естественно, заработать свой первый миллион. Или заказать какой-то товар, перейдя по реферальной ссылке в шапке профиля. В общем, это все и есть УБТ. И знаешь, может показаться, что вау, классно, за рекламу платить не нужно, париться с запусками тоже не надо, да это ж просто какой-то рай. Но, естественно, ничего так сладкое не бывает, вложения там тоже нужны, но я считаю, что самое большое вложение с твоей стороны — это твое драгоценное время. И если тебе интересно мое мнение, то я считаю, что в большинстве случаев УБТ это просто баловство, и если ты начнешь свой путь в арбитраже трафика именно с УБТ, то никаких особых навыков ты не получишь, но при этом работать ты будешь очень много и, как правило, за гроши. Ну а что, спрашивается, ты хотел? Ничего не делать, ничего не влаживать и при этом зарабатывать несколько тысяч долларов в месяц? Ну, сомнительно и совсем не окей. Да, естественно, есть ребята, которые делают такие результаты, но их процент ничтожно мал. В общем, пускай каждый сам для себя решает, какой способ добычи трафика ему нравится больше. Я свое мнение сказал, а также прошу учесть, что дальнейшее сказанное в этом видео будет относиться именно к платной рекламе. Так, ну, со способами добычи трафика, терминология и тем, что такое арбитраж, мы с тобой разобрались. Кстати, на мое субъективное мнение, изучение этого материала у тебя должно было занять максимум 1 день именно такого плотного изучения, и твоим дальнейшим действием будет выбор именно источника трафика, то есть той площадки, откуда пользователи будут переходить по твоей рекламе. Источников трафика на самом деле довольно-таки много, начиная от каких-то банальных по типу Google ADS, Facebook или TikTok, заканчивая менее популярными Reddit, Twitter или тем же самым Pinterest. И еще десяткам, а может быть и сотни источников трафика, о которых мы даже и не знаем. Но знаешь, я почти уверен, что большинство из тех, кто смотрит это видео, уже выбрали своим источником трафика именно Facebook. Но спросите себя сами, с чем вообще вызвано это желание? С тем, что большинство видеоуроков на YouTube разбирают именно его? Или то, что в каждом чате, форуме, кейсе говорят именно о нем. Да, безусловно, Facebook это самый популярный, я бы даже сказал, вечно хайпующий источник трафика в арбитраже, но значит ли это, что одним Фейсбуком единое? Отнюдь, об условном Reddit почти никто не говорит, не пишет, но это совсем не значит, что с ним не работают, и уж точно не значит, что на нем не зарабатывают. Как раз таки в арбитраже трафика все это работает наоборот. Но в свою очередь я понимаю, что вряд ли новичок вместо того, чтобы начать работать с каким-то понятным источником трафика, о котором есть куча информации в интернете, сразу начнет работать с чем-то туманным и непонятным. И в принципе это все логично и совершенно нормально, поэтому сейчас я тебе быстренько расскажу о 3 самых популярных источников трафика в арбитраже. И первый у нас на очереди это Google ADS. Кстати, это мой фаворит, но я считаю, что для старта он немного сложноват. Конкуренция там именно арбитражная, средняя, но вот вложения на него нужны довольно-таки немаленькие. Но при должном освоении он превращается просто в бешеную машину, которая дает огромное количество возможностей и трафика. Далее по списку у нас идет Facebook. Что могу про него сказать? Это очень легкий источник трафика именно в освоении, потому что по нему снято, написано, сказано уже настолько много всего, что, мне кажется, не осталось ни единой проблемы, на которой бы не было найдено решение. Да и что тут говорить, свою первую рекламу на гэмблинг, казалось бы, серую вертикаль, можешь запустить буквально за первые 15 минут, посмотрев один видосик в YouTube. И из-за его вот такой вот простоты в нем просто огромное количество именно арбитражной конкуренции. И с каждым годом заработать с ним становится все сложнее и сложнее, но сложно не значит невозможно, поэтому если очень сильно хочется работать именно с ним, то вперед. И последним из популярных источников трафика будет TikTok. Из хорошего про него могу сказать только то, что это относительно новый источник трафика, плюс там не очень большая конкуренция, и он довольно-таки хорошо подходит для ОБТ. Во всем остальном он такой вот очень сомнительная аудитория там, если честно, просто мусор, информации об этом источнике в интернете не так уж и много. В общем, это такой, знаете, экспериментальный источник трафика, но, как говорится, почему бы и нет. Я уверен, что при правильном подходе хорошо зарабатывать можно будет и с него. И я хочу, чтобы ты понял самое главное. Не стоит следовать за всеми и работать только с тем, с чем работают все остальные. Источников трафика много, и под каждый из них есть свои подходы и более подходящие вертикали. Из каждого источника можно будет зарабатывать. Так что делай свой выбор с умом, ну а мы с тобой двигаемся дальше.
После выбора источника трафика ты можешь сразу переходить к выбору своей первой вертикали, или, как еще говорят, направлению, тематике, нише, категории, называй это как хочешь, в любом случае это все одно и то же. Также я не просто так сделал акцент на том, что это будет твоя первая вертикаль, потому что скорее всего ты ее сменишь не раз и не два, но небольшой тебе совет. Не прыгай с вертикали на вертикаль, лучше сразу выбери себе несколько направлений, протестируй каждое из них и выбери то, где тебе понравилось работать больше всего, то есть ту вертикаль, с которой ты и дальше будешь работать на постоянной основе. В арбитраже вертикали по факту можно поделить на два типа. Это белые и серо-черные. Я думаю, несложно догадаться, что именно с серо-черными вертикалями, как правило, работает большинство арбитражников, что в свою очередь чревато постоянными блокировками, проблемами с запуском и нестабильным, но более высоким заработком. С белыми вертикалями все намного проще, поэтому я рекомендую хотя бы на этапе знакомства с источниками трафика попробовать, допустим, поработать с белой товаркой, где ты научишься работать с аккаунтами, запускать рекламу, создавать лендинги, работать с хостингами и получишь, самое главное, опыт и какую-никакую статистику, которую ты сможешь использовать в дальнейшем при регистрации в более требовательных партнерских программах. А после уже со всеми этими знаниями, при желании ты смог бы перейти, допустим, в серую нутру, и твой переход был бы плавным и, самое главное, более уверенным. Потому что если бы ты сразу решил стартовать с серой нутры, то с большой долей вероятности ты бы начал получать бан за баном и тратил бы просто бешеные деньги на расходники, и под таким вечным давлением бы твоя арбитражная карьера очень быстро бы закончилась. Так, ну давай мы с тобой также быстренько пробежимся по самым популярным вертикалям в 2024 году. И начнем мы с такой вертикали, я бы даже сказал, с амбассадора всего арбитража, а именно с iGaming, куда ходит все то, что связано с азартными играми. Что могу про нее сказать? Конкуренция там просто бешеная, также нужны довольно-таки немаленькие вложения, но при учете того, что большинство арбитражников работают именно с этой вертикали, то при возникновении каких-либо то ни было проблем, найти на них решение будет довольно-таки просто. Следующая у нас на очереди нутра вертикаль, то есть продвижение различных препаратов для похудения, от боли в суставах и, ну, конечно же, для увеличения достоинства. А в целом это тоже вечная вертикаль, так же само, как и гимбла, потому что лудоманы были, есть и будут, так же само, как и всегда будут люди, которые мечтают о быстром исцелении. Конкуренция там средняя, вложения нужны не такие уж и большие, а информации в интернете об этой вертикали довольно-таки много. Далее у нас по списку идет криптовертикаль, то есть продвижение различных кошельков, бирж, криптообучений, криптоботов, в общем всего того, что связано с криптовалютой. В сравнении с гимблой нутро это относительно свежая вертикаль, где в принципе довольно-таки большие выплаты и хорошие заработки. Но она точно не для новичков, потому что вложения там нужны, ну, реально большие. К тому же всегда есть шанс присесть на бутылку, потому что каждый второй оффер в крипте это просто лютейший скам. И с серо-черными вертикалями на этом все. Также хочу сказать, что я ни в коем случае никого не призываю работать с данными вертикалями, и вся информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Ну и последняя из вечно живущих вертикалей, это у нас легендарная товарка. Это белая вертикаль, и свое знакомство с арбитражом трафика я рекомендую начинать именно с нее. Да, сейчас она переживает явно не свои лучшие деньки, но получить базу, пройти все этапы от общения с менеджером до получения своей первой выплаты, это, я считаю, бесценный опыт. Плюсом к этому вложения там нужны не такие уж и большие, и всегда есть возможность хорошо так масштабироваться. Допустим, тебе никто не мешает найти хороший товар, поехать на условный 7-й километр и найти там поставщика, который будет работать с тобой, так сказать, по дропшиппингу, но с более выгодными для тебя условиями. И это просто как пример, а таких примеров очень много. Также прошу учесть то, что список вертикалей довольно-таки большой, и прежде чем сделать выбор в пользу какой-то из них, я рекомендую зайти в интернет и ознакомиться с полным списком всех вертикалей более детально, потому что вдруг есть какая-то нишевая вертикаль, где у тебя будет какая-никакая компетентность, что будет нехилым таким плюсом тебе, особенно на старте. Так, ну, с вертикалями мы наконец-то закончили, и при учете того, что ты уже изучил всю информацию, о которой я говорил ранее, то какое-никакое понимание о том, что такое арбитраж и с чем ты хочешь работать, у тебя должно было сложиться, поэтому, пользуясь моментом, я хотел бы дать тебе рекомендацию. Только после изучения того, что было сказано мной ранее, ты можешь задуматься, еще раз акцентирую твое внимание, именно задуматься о приобретении какого-то курса. И отвечая сразу всем хейтерам курсов, вы не являетесь целевой аудиторией тех, кто их продает, поэтому эта рекомендация не для вас, а для тех, кто все-таки склонен эти курсы покупать. И покупать курс на самом начале своего арбитражного пути — это огромная, нет, это просто огроменная ошибка, потому что пока ты не понимаешь, что такое арбитраж, сколько в нем ответвлений и самое главное, с чем конкретно ты
хочешь работать, то, скорее всего, ты купишь какой-то говнокурс, в котором ни хера не поймешь, будешь просто как бибизяна тыкать все, что написано в мануале, а с этого толк, я думаю, ты понимаешь минимальный. И это еще при том условии, что тебе повезет, и ты купишь более-менее нормальный курс. Потому что может же быть такое, что ты, допустим, хотел двигаться в белой товарке через Google, но по незнанке купил курс, где тебя научили выбивать $2 биллинга в Фейсбуке, заливать на какую-то хрень, так еще и при этом всем платить процент от заработка. Да, для тебя, возможно, это сейчас звучит как бред, но такие курсы реально есть. В общем, если ты уже и надумал покупать себе какие-то курсы, то делай это хотя бы тогда, когда у тебя в голове будет понимание, чем ты хочешь заниматься и что конкретно ты хочешь получить от этого курса. Также учитывая, что почти всю информацию по арбитражу трафика можно найти бесплатно в интернете, поэтому если у тебя есть куча свободного времени, то никакие курсы тебе и не нужны. Так, ну, с теоретическим блоком мы с тобой наконец-то закончили и переходим к работе нашими ручками, а именно к изучению технической части. Да, по факту это довольно-таки трудный и долгий процесс, но не переживай, ничего прям супер сложного там нет, и быть каким-то техником-программистом для этого абсолютно не обязательно. К тому же для старта тебе будет достаточно базовых знаний по типу того, что такое антидетект браузер и как с ним работать, что такое прокси, как они работают и где их покупать, ну и конечно же, где брать банковские карты для оплаты нашей рекламы. И если в случае с последним, я думаю, и так все понятно, на старте можно в принципе использовать свои карты, а далее при необходимости уже переходить на специальные сервисы, которых на рынке довольно-таки много, то вот с антиком и с прокси, я думаю, нужно разобраться немного поподробнее. Что вообще такое антидетект браузер? По факту это тот же самый Google Chrome, только с дополнительным функционалом, который позволяет нам работать сразу с большим количеством аккаунтов, и при этом рекламные сети даже не знают, что все эти аккаунты принадлежат одному человеку, а они этого, поверьте, очень сильно не любят. Антиков на рынке довольно-таки много, а обучение по ним еще больше, поэтому проблем при освоении его функционала у тебя точно не будет. Да, на некоторые антики цена весьма кусается, особенно для новичков, но также существует довольно-таки много антиков с триалом или определенным количеством бесплатных профилей. Из рекомендаций могу сказать только то, что Фейсбуку по факту все равно, как ты настроишь тот антик, главное, чтобы карта и прокси у тебя были хорошие. Но вот в случае с Google ADS настройки самого антика играют немаловажную роль. Поэтому если начал замечать, что твои аккаунты начали блокироваться по причине того, что Google подозревает, что ты бот, то возможно проблема кроется в самих настройках антика. Также не забывай, что ни один антидетект браузер не гарантирует стопроцентной защиты, поэтому ты вряд ли сможешь остаться полностью анонимным для рекламных сетей. Ну а мы переходим к прокси. Для тех, кто не знает, прокси — это тот инструмент, благодаря которому мы скрываем свой реальный IP и местоположение. По факту это что-то близкое к VPN, но вот в арбитраже мы используем именно прокси. И именно этим инструментом, как назло, очень часто пренебрегают новички, думая, что если они купят какой-то голимый прокси за 10 центов, то такой технологический гигант, как Google, который даже знает, когда ты последний раз срал, этого не заметит. По факту прокси можно поделить на 3 разновидности. Это первое, самые дешевые серверные прокси, которые стоят от пары десятков центов до нескольких долларов. И пользоваться такими проксями я абсолютно не рекомендую, потому что палятся они просто на раз-два, выдаются сразу в 10 рук, и будет очень обидно, если ты купишь, допустим, дорогой Google аккаунт за 50 долларов, но при этом решишь сэкономить $1 на прокси, а в конечном итоге потеряешь и то, и другое. Второй вид прокси — это резидентский, то есть тогда, когда мы получаем IP-адрес реального человека, а не сервера. Да, они уже будут понадежнее, я тебе скажу так, для Google ADS они даже будут предпочтительнее, потому что этот источник трафика уж очень не любит, когда IP-адрес очень часто меняется. Да, цена на них само собой будет дороже, и найти реально хорошего селлера резидентских прокси не так уж и просто, но что не сделаешь ради комфортной работы, правильно? Ну и переходим к третьему, самому универсальному виду прокси, а именно к мобильному. В каждой стране есть несколько мобильных операторов, и с учетом того, что почти все мы используем мобильный интернет, они имеют очень большое количество серверов, которые в свою очередь имеют просто безграничный пул IP-адресов. И да, по факту это те же самые конченые серверные прокси, но только с одной особенностью. Один IP-адрес не присваивается какому-то конкретному человеку и за день может побывать у тысячи различных пользователей по всей стране. И, собственно, поэтому рекламные сети просто не могут себе позволить блокировать
данные IP-адреса, потому что это привело бы к массовым блокировкам всех пользователей. Также мобильные прокси довольно-таки выгодно отличаются от своих конкурентов тем, что можно купить всего один поток и работать сразу хоть с сотней аккаунтов, просто меняя IP-адрес при заходе на каждый из них. Ну а если с деньгами уж совсем туго, то можно раздавать интернет со своего телефона на компьютер, но таким методом пользоваться я не советую, и лучше потратить несколько баксов на специальный сервис, который сделает с твоего телефона полноценную прокси-ферму. Ну вот мы и разобрались с самыми базовыми техническими знаниями, которые 100% пригодятся тебе при твоих первых запусках. Само собой, тебе нужно будет изучить информацию самому и более детально, но учитывая тот факт, что в техническом плане ты будешь обучаться всегда и по мере необходимости. Допустим, если бы ты начал свой путь с нутро-вертикали, то тебе нужно было бы еще разобраться с тем, что такое клоака, как создавать лендинги, как работать с хостингами, ну и так далее. В свою очередь, если бы ты начал заливать рекламу на гемблях приложения через Facebook, то тебе хватило бы только базовых знаний. В общем, для каждой вертикали источника трафика тебе нужны будут определенные базовые и более продвинутые технические навыки. Но хочешь ты того или нет, тебе в любом случае придется их освоить. После того, как ты разберешься с базовой технической частью, переходи к работе с аккаунтами. И да, по факту это тоже можно назвать технической частью, но вот я решил рассказать об аккаунтах немного поподробнее, потому что так сложилось, что арбитраж трафика и аккаунты — это по факту слова-синонимы, и ни один запуск рекламы без них не обходится. Поэтому очень важно сразу научиться с ними правильно работать. И для начала тебе нужно будет понять, где вообще брать эти аккаунты. Покупаются они все в специальных шопах, и найти их у тебя проблем точно не будет, потому что их на рынке очень много, и в принципе в них ты сможешь купить любое количество аккаунтов и на любой источник трафика. Но я прошу тебя быть очень внимательным и покупать аккаунты только в проверенных шопах и желательно от каких-то медийных людей, потому что в арбитраже очень много скама, именно связанных с аккаунтом, поэтому нужно быть всегда начеку. Не совершай никаких покупок в чатах от каких-то левых типов, которые сами пишут тебе в личку и предлагают их товар. Естественно, цены там будут выгодные, но помни одно: скупой платит дважды, ну а если ты еще и лох, то и вообще трижды. После выбора шопа тебе бы не помешало уделить хотя бы 10 минут на изучение типов аккаунтов, какие они бывают и для каких целей они используются. Потому что в одном только Фейсбуке есть агентские аккаунты, РДП, кинги, автики, БМы, логи, ну и так далее. И все они стоят по-разному, ну и естественно используются для разных целей. А далее тебе нужно будет научиться добавлять аккаунты в антидетект браузер, подвязывать к ним карточку и при необходимости прогревать. С этим проблем у тебя точно не возникнет, потому что информации в интернете просто невероятно много, поэтому Google тебе в помощь. Но по моему мнению, важнейшей переменной в работе с аккаунтами является умение на них экономить, ну, естественно, там, где это возможно. Потому что ошибка многих новичков, которые начинают, допустим, работать с Фейсбуком в том, что они покупают и запускают рекламу сразу с дорогих кинг-аккаунтов, которые стоят порядка $10. И с учетом того, что они еще только новички, скорее всего, они будут получать бан за баном и при этом рискуя потерять все свои деньги, да они лишь только аккаунты. И чтобы этого избежать, просто гугли или смотри на ютубе, как линковать автики к Фейсбуку или как линковать автики к БМу, а БМ к Фейсбуку. И разбирайся со всей этой информацией. Да, скорее всего, тебе это сейчас ни о чем абсолютно не говорит, но я тебе обещаю, что как только ты со всем этим разберешься, то твоя экономия станет колоссальной. И, в общем, в каком направлении копать я тебе сказал, а дальше уже дело исключительно за тобой. Ну а мы с тобой переходим к следующему этапу, а именно к выбору партнерской программы. Почти все арбитражники работают с партнерками, потому что именно они предоставляют нам офферы, на которые мы запускаем рекламу. Но знаешь, сильно париться насчет выбора партнерской программы я, если честно, не вижу особо никакого смысла, потому что ты все равно будешь прыгать с одной партнерки на другую в поисках более подходящего для тебя оффера. Партнерок существует огромное множество, и, как правило, они сразу поделены по вертикалям. И если работать только с проверенными партнерскими программами, которые уже давно на рынке и имеют хорошие отзывы, то вероятность быть заскамленным просто минимальная. Поэтому просто пиши в Google топ партнерских программ, ну и твоя вертикаль. Далее выбирай ту партнерку, которая тебе понравилась. Смотри, как долго она на рынке, какие у нее отзывы. Можешь поспрашивать о ней в арбитражных чатах. В общем, провести какую-никакую аналитику. И если все окей, то можешь смело в ней регистрироваться. Но хочу сразу тебя предупредить, что в большинстве партнерских программ при активации аккаунта, скорее всего, тебе нужно будет пройти мини-собеседование со своим личным менеджером, где он, скорее всего, затребует у тебя твой опыт и подтверждает,
подтверждающие твой опыт скриншоты. И это совершенно нормально, потому что партнерским программам тоже нужно понимать, с кем они работают. И если ты полный новичок, то тебе остается либо начинать работать с партнерками, которые принимают новичков, либо же включать сообразительность. Но знаешь, не так важны нам те партнерские программы, как офферы, которые они нам предлагают. И таким образом мы с тобой плавно переходим к следующему этапу, а именно к выбору оффера, с которым мы с тобой будем работать. И, кстати, для тех, кто еще по какой-то причине не знает, оффер — это товар или услуга, за продвижение которого мы получаем оплату. И тут я буду с тобой максимально откровенным. Шансы, будучи новичком, выцепить себе реально хороший оффер у тебя стремятся просто к нулю. Потому что по факту на начальном этапе ты даже не знаешь, как их анализировать, как проверять оффер на отжатость, на работоспособность, на актуальность. К тому же ни одна адекватная партнерская программа не предоставит ноунейм новичку какой-то нормальный оффер, потому что они просто-напросто даже не знают, чего от тебя ожидать, какой объем трафика ты сможешь предоставить, ну и самое главное, какого качества будет твой трафик. И чтобы хоть как-то повысить свои шансы выцепить более-менее нормальный оффер, я настоятельно рекомендую тебе посмотреть вот это видео на моем канале, потому что за 2 минуты объяснить тонкости всего этого тяжелого процесса просто невозможно, и к тому же я уверен, что только с опытом приходит полное понимание, как же все-таки выбирать этот чертов оффер. Но самое важное, на начальном этапе ни в коем случае не бери офферы с огромными выплатами и на какие-то богатые страны, потому что большие выплаты совершенно точно не значат то, что ты будешь больше зарабатывать, но в свою очередь они совершенно точно значат то, что ты будешь тратить намного больше на тесты. Поэтому хотя бы на этапе знакомства с арбитражом трафика я рекомендую поработать с офферами, где небольшая выплата и на какие-то небогатые страны. А уже как научишься, сможешь переходить на более богатые страны с более высокими выплатами. И, казалось бы, все этапы пройдены, ты уже готов влетать в этот арбитраж и запускать свои первые рекламные кампании. Но... да, опять это но, остался еще один очень маленький, но важный элемент, а именно, что в большинстве случаев, почти в каждой рекламе мы используем креативы, а это значит, что тебе нужно будет разобраться и с ними. Креатив, если что, это медиафайлы, которые пользователи видят у себя в ленте, на сайтах, в приложениях, и по факту это именно то первое, что видят наши потенциальные лиды. И на этом этапе не важно, какой там у тебя оффер, партнерская программа или лендинг. Если твой креатив не заинтересует пользователей, то твоя рекламная кампания обречена на провал. И если бы меня попросили описать одним словом, каким должен быть идеальный креатив, я бы ответил: цепляющим. Не красивым, не каким-то там эффектным, а именно цепляющим. У тебя может быть трэшовый креатив, но у него будет вот какая-то изюминка, которая будет интересовать пользователей. И тогда ты будешь зарабатывать даже с каким-то средним оффером. А если твой креатив блеклое, однообразное фуфло, то будь у тебя хоть самый эксклюзивный оффер на свете и какой-то уникальный лендинг, заработать с плохим креативом будет очень и очень тяжело. Но где же брать эти креативы? Понятное дело, что их можно сделать самому, или заказать у профессионала, или, как мы говорим в арбитраже, у креативщика. Но делать это на начальном этапе я не рекомендую, потому что по факту ты даже не можешь знать, какие креативы тебе нужны и какие подходы сейчас работают лучше всего. И так же, как и с выбором оффера, понимание, какой тебе нужен креатив и как правильно составлять техническое задание для креативщика, к тебе придет только с опытом. Но есть и другой, более простой вариант, а именно заимствование чужих креативов с целью их повторного использования. И эта практика на самом деле в арбитраже повсеместна, и существует очень много спай-сервисов почти под любые источники трафика и вертикали. Само собой, есть платные спай-сервисы, такие как AdHerd или AdSpy, но есть и бесплатные их аналоги, такие как библиотека Facebook или TikTok Creative Center. Но суть у них у всех одна. При выставлении определенных настроек ты будешь видеть, какие креативы используют твои конкуренты, и сможешь скачивать их, после чего использовать уже в своих целях. Поэтому я рекомендую тебе сразу изучить, что такое спай-сервисы и как они работают. Первое время тестировать креативы оттуда, а потом уже, когда наберешься опыта, поймешь, какие подходы сейчас актуальны, какие подходы уже давно не работают, можешь пробовать составлять техническое задание для креативщиков, ну и, соответственно, использовать свои креативы. Кстати, на платные спай-сервисы очень часто в различных чатах и группах проводятся складчины, покупается один аккаунт и выдается сразу, допустим, в 10 рук. Цена такого удовольствия всего $5-7, и я считаю, что на начальном этапе это довольно-таки интересное предложение. Ну и наконец-то, после изучения всего того материала, о котором я тебе говорил ранее, на который, кстати, на мое субъективное мнение, у тебя должно было уйти максимум 2-3 дня именно такого плотного обучения, ты готов делать свои первые запуски. Но помни, что первые твои рекламные кампании это будет исключительно набор
опыта. Не думай, что если ты уделишь теории месяц, два, там, полгода, то все у тебя пойдет как по маслу. Нет, в арбитраже так совсем не работает, и тут решает только практика. Поэтому для первых твоих запусков тебе нужно просто заходить в Google и YouTube и писать какие-то банальные запросы по типу того, как запустить рекламу на гемблинг приложения через Facebook, или как запустить рекламу на товарку через Google. Ну, естественно, только запросы подставляй под свою вертикаль и свой источник трафика. Я думаю, суть ты понял. После чего повторяй действия за автором, но только я тебя очень прошу, это не должно быть тупое копирование с заучиванием определенных действий. Ты должен учиться сам понимать и разбираться, почему автор видео делает именно так, за что отвечают эти настройки, как работают эти переменные и все в таком роде. Потому что в арбитраже очень важно научиться самому понимать, как все это работает, и только в таком случае ты будешь уметь сам строить какие-то теории, гипотезы, искать новые подходы. Но как ты всему этому научишься, если будешь постоянно при возникновении какого-то вопроса или проблемы бежать в Google или YouTube, искать на них ответ? И далее, мой дорогой друг, вариаций того, что может у тебя произойти после твоих первых запусков, просто огромное количество, потому что по факту никто не может знать, с какими проблемами столкнешься конкретно ты. Потому что все источники трафика, вертикали, подходы, все со своими приколами, плюсами и минусами. Также немаловажную роль играет фактор банального везения. Кому-то реально может повезти, он начнет зарабатывать с первого дня, и у него прям все пойдет как по маслу. А кого-то условно Google ADS может ебануть так, что он потом неделю еще будет искать решение своей проблемы. И поэтому построить какую-то реально адекватную цепочку твоих дальнейших действий просто не предоставляется возможным. Но мне, если честно, на это плевать, и я все-таки попробую. И, скорее всего, первое, с чем ты столкнешься, это просто с вездесущими блокировками, которые будут преследовать тебя всегда по любому поводу и при малейших подозрительных действий с твоей стороны. Но не стоит расстраиваться, блокировки в арбитраже трафика — это обычное дело, и все всегда их в любом случае получают, и с этим уже ничего не сделать. И единственное, что по факту остается, это адаптироваться под них, потому что под многие блокировки есть свои лазейки, есть способы эти блокировки пройти, и есть способы вообще их не получать. Поэтому, если уже ты и поймал какую-то блокировку, то не расстраивайся, сразу иди в Google и YouTube и смотри, как эту блокировку пройти. И было бы совсем неплохо, если бы ты уделил энное количество времени на то, чтобы изучить, какие вообще блокировки бывают, за что они прилетают, как их избегать и при необходимости проходить. Да, делать это совсем не обязательно, потому что, как я и говорил ранее, ты в любом случае будешь получать блокировки и в любом случае будешь искать способы, как с этих блокировок выйти. Но мне кажется, здесь идеально подходит фраза «предупрежден, значит вооружен». И далее, как бы это прискорбно для тебя не звучало, но скорее всего все твои рекламные кампании будут минусовые. И чтобы повысить качество твоей рекламы и вывести ее в плюс, тебе нужно будет разобраться, как анализировать и оптимизировать рекламу. И казалось бы, да, банально, ну и так всем понятно, и я тоже так думал, но ты просто представь мое удивление, когда я, пообщавшись с довольно-таки большим количеством новичков, понял, что они труба шатали той аналитики и оптимизации. И их принцип довольно-таки прост. Запустили рекламу по видео, естественно, слезав все настройки, которые были выбраны у автора. Не, ну, а чё, автору-то лучше знать, какие настройки тебе нужно выставлять в твоей рекламе. А далее, если реклама с первого раза не зашла, не дала какие-то ёбнутые иксы, то, ну, не судьба. Меняют, значит, оффер, партнерку, креатив, ну и так далее. И это, как ты понимаешь, очень большая ошибка, но и их понять можно, потому что информации об этом в интернете реально не очень-то и много. Плюсом к этому каждая рекламная кампания уникальная, все работают с разными источниками трафика, на разные вертикали, используют разные подходы, но факт есть факт. Если ты хочешь реально зарабатывать на арбитраже, то тебе придется с этим всем разобраться. И чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше, конечно же, для тебя. Далее, по прошествию какого-то определенного количества времени, ты уже будешь довольно уверенно чувствовать себя в запусках рекламы. Прохождение всех блокировок станет для тебя просто какой-то пылью, и возможно, ты даже начнешь что-то зарабатывать. И, как говорится, денег много не бывает, и поэтому ты, скорее всего, столкнешься с проблемой масштабирования. Запуская рекламу с парочки низколимитных аккаунтов, далеко не уедешь и уж точно много не заработаешь. Поэтому, как ты понял, тебе нужно будет изучить методы масштабирования. Естественно, под каждый источник трафика они разные, где-то масштабируются аккаунтами, где-то типами аккаунтами, группами объявлений, бюджетами, а где-то вообще используют автозалив. В принципе, вся базовая информация по поводу методов масштабирования есть в интернете, и чем раньше ты начнешь ее изучать и, главное, применять на практике, тем, опять же, это будет лучше для тебя, потому что даже при приеме в какую-то команду буду смотреть не только на умение запускать рекламу, но и на объем, который ты сможешь предоставить.
И далее, мой дорогой друг, на твоем арбитражном пути, скорее всего, случится решающий и переломный момент. Потому что, казалось бы, ну все уже про арбитраж знаю, опыт бешеный, масштабироваться, да вообще не проблема. Баны, да я уже забыл про эти баны, возможно, ты даже начал зарабатывать какую-то копеечку, но вот тех заработков, на которые ты изначально рассчитывал, либо ну совсем нет, либо они есть, но очень маленькие. И на самом деле это обычная дело. И вопреки всему какому-то общепризнанному мнению, что все арбитражники это миллионеры на Феррари, реальность немного другая. Большинство арбитражников могут годами работать с переменным успехом и в лучшем случае зарабатывать себе только на жизнь. Поэтому, если у тебя, допустим, через полгода так и не получилось выйти на те заработки, на которые ты рассчитывал, то это совсем не повод опускать руки. Потому что по факту все, что тебе нужно сделать, это наконец-то перестать сидеть на одном месте и плыть по течению, а вместо этого начать придумывать что-то свое, тестировать, креативить. Ты должен понять, что арбитраж это такая штука, что измени ты всего одну переменную, и твоя связка из убыточной может превратиться в высокодоходную. Поэтому не будь бибизяной, которая изо дня в день повторяет одни и те же действия. Ведь однажды один очень умный персонаж сказал: Я уже говорил тебе, что такое безумие. Безумие – это точное повторение одного и того же действия. Раз за разом. В надежде на изменения. Это есть безумие. Везде, куда ни глянь, эти болваны. Куда ни глянь, делают точно одно и то же. Снова и снова, и снова, и снова, и снова. И думают, сейчас все изменится. Не-не-не-не, прошу. Сейчас все будет иначе. И это я к тому, что большинство арбитражников не зарабатывают тех денег, которые бы они хотели, только потому, что они боятся, ну или просто не хотят сделать шаг в другом направлении. Да, рискнуть, да, попробовать что-то новое для себя и, возможно, потерять деньги. Но, возможно, у него бы все получилось, и он изменил себя и свою жизнь. Потому что, как говорится, если ты попробуешь, у тебя есть два варианта. У тебя либо получится, либо нет. Ну, а если ты не попробуешь, то вариант только один. И тот секрет, который я обещал тебе рассказать в начале видео, звучит так. Реально большие деньги в арбитраже зарабатываются там, где о них мало, ну или совсем не говорят. Реально большие деньги в арбитраже зарабатывают те, кто придумает что-то свое, какие-то безумные креативы, классные воронки, уникальные подходы, и они не следуют за общей массой, потому что понимают, что арбитражник это тот, кто зарабатывает там, где другие не могут. Спасибо тебе, дорогой друг, за просмотр. Буду очень благодарен, если ты оценишь мои старания подпиской на мой канал, лайком и комментарием под этим видео. Для тебя это дело буквально пары секунд, а для меня мотивация в дальнейшем записывать для тебя такие видеоролики. Ну, а я с тобой прощаюсь и желаю тебе удачи на твоем арбитражном пути.